Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных с сайта на платформе Хорошоп в GetCourse. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные о новых заказах из Хорошоп в другие системы. Например, вы сможете создавать новые сделки в GetCourse, удобно обрабатывать, хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных – Хорошоп. Теперь необходимо указать действие – загрузить заказы. Далее необходимо подключить ваш Хорошоп к системе Apex Drive. Необходимо указать доменное имя, а также логин и пароль личного кабинета вашего Хорошоп. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Для системы Хорошоп дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем GetCourse. Теперь необходимо указать действие «Отправка сделок». На этом этапе необходимо подключить ваш GetCourse к системе Apex Drive. Для заполнения домена и API ключа необходимо перейти в личный кабинет GetCourse. Доменное имя можно скопировать в адресной строке без дополнительных символов. Для того, чтобы скопировать API ключ, вам необходимо перейти по ссылке. Пример ссылки находится в справке в настройках приема данных GetCourse. Также ссылка на справку будет в описании к этому ролику. В этом месте вставьте ваше доменное имя GetCourse. После перехода скопируйте API ключ и вставьте соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в GetCourse».
Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!